Бывало у вас такое, что вы идете по улице, и вам навстречу идут люди другие и о чем-то пиздят своем на улице? Можете сказать «да», если было такое? Хорошо. И обычно, когда они проходят мимо вас, вы зацепляете только часть их фразы. И в 100% случаев эта часть – это ёбань какая-то. Обращали внимание? Что они идут вам навстречу, такие бла-бла-бла-бла-бла, и только проходя мимо, они такие бла-бла-бла-бла-бла, и вот я сосу пингвин, и ты такой, чё, блядь? Что? Вы о чем там разговаривали вообще? Мне кажется, эта ситуация показывает, насколько важен контекст. Потому что, возможно, в контексте их диалога он абсолютно объективно отсосал у пингвина. Если бы я слушал весь диалог, я бы сказал, чувак, ты все правильно сделал, здесь бы я отсосал. Ты вообще молодец. Не растерялся. Также я гулял по Москве и увидел место, которое называется Библиофил в Москве. Представляете, есть такое место, Библиофил. Библиофил, если кто не услышал. На самом деле простой книжный магазин. Просто чувак любит книги, что пиздец. Он библиофил. И я подумал рядом открыть еще одно место и назвать его педофил. И там продавать педали. Еще вы видели этих роботов, которые стоят в туалетах и автоматически дают вам мыло? И дело в том, что я знаю, что это мыло. Что это белое дерьмо у меня на руке, это мыло. Но все равно почему-то чувствую себя немного унизительно, когда стою перед ним с протянутой рукой и такой, дай мне чуть мыльца своего, мистер Робот, если не жалко, дай чуть мыльца. Но я подумал, все равно пизже, чем предыдущие роботы, которых надо было чуть подрочить, чтобы на тебе мыло, верно? Ты такой, да, блядь, это мало мыла. Хорошо, первые 3 легкие шутки зашли у вас. Отлично, я считаю, это было великолепно. Я вот что заметил. Знаете, что я обожаю ездить по России, но большинство провинций в России идут по пизде, и это грустно. Мне грустно. Мне грустно, когда я приезжаю в какой-то город и вижу, там в центре города стоит торговый центр, и вокруг него целое село, блядь, домов из бруса. Всегда грустно от этого. Потому что многие города – это еще деревня, хотя это города. Я гулял как-то по центру Саратова, представляете себе? Ко мне в центре Саратова подбегает какой-то паренек, представился Колькой и передал письмо от Настасьи Филипповны. Я вообще охуел. Какая это деревня? Это была отсылка к книжке Достоевского «Идиот», если кто не понял. Книжка говно, если кому-то интересно. Мне не понравилась книжка. Смотрите, дело в том, что вначале, когда я читал книжку Достоевского «Идиот», я тоже думал, блин, как прикольно написано, какой сложный слог. Но к середине книги я уже думал, блядь, Федя, ты заебал меня! Я понял, что ты пиздато пишешь! Можно чуть-чуть попроще! Если взять всю литературу как за порно, то Достоевский — это самое лютое пойло, которое можно вообразить у себя в башке! Если... Лютейшее! Сложные обороты вроде Настасья Филипповна пришла на фензипенившись, Гавриле Ардали. О, я такой, блядь, что происходит со мной сейчас? И Достоевский лежит в гробу и такой, да, надавал кому-то в рот. И честно, смотрите, я читал книжку, и моя позиция вот какая. Настасья Филипповна и Аглая – тупые суки, если что. Это моя позиция – тупейшие суки. Будете читать, смотрите, вот сюжет Достоевского «Идиот». 2 чувака влюбились в одну и ту же бабу, встретились в одном городе, попиздели они там, переехали в другой город, попиздели они там, разъехались, попиздели они по отдельности, съехались и допиздели про нее. Это вся история книжки Достоевского «Идиот», это весь сюжет. И когда я читал эту книгу, я мечтал, чтобы Настасью Филипповну убили и трахнули ее труп. И прикиньте, что?
Я предугадал 50% концовки, 50% конца этой книги. Я предугадал, ее действительно убили. И там был момент в книге, когда два главных героя, князь Мышкин и его лучший друг Рогожин, ночуют в одной комнате с трупом Настасьи Филипповны. И прикиньте, я, уже предугадал первые 50% концовки этой книги, прикиньте, это был самый, блядь, интересный момент для меня. Я читал и думал, да ну нахуй, давайте выбейте ее, Федя! Трахни ее, Господи Иисусе! Вот это была бы русская классика! Убить бабу и трахнуть ее тело! Но мне нравится жить в мегаполисе, я москвич, если что. Я москвич. Спасибо, что похлопали. Залезь, москвичи. Похлопайте, москвичи. Мы вымираем. Но мне нравится быть москвичом. Потому что у москвичей нет земляков. Когда один москвич узнает, что тот тоже москвич, он такой, ах ты, сука, да ну тебя, да ну, блядь, серьезно? Я думал, я последний москвич. Земляки это ужасно, земляки это странные люди. Это чувак, который готов просить любое говно другому человеку, даже не зная, что он за человек, просто потому что они с одного куска земли. Самое тупое это то, как они узнают друг от друга, когда это радость, неоправданная радость, когда они узнают, что они с одного куска земли. Видели эту реакцию? Когда один человек такой, боже мой! А откуда ты? И он такой, стоп, все нормально, я из Клина. Он такой, да ну нахуй! Да ну не может, блядь, быть! И я из Клина! А с какой ты улицы? И он такой, я с улицы Строителя. Он такой, блядь! Нагнись! И я с улицы Строителей! А ты помнишь, как звали ученицу по литературе из 301 школы? Анна Васильевна? Да, блядь, ее так и звали! А как зовут твою мать? Настасья Филипповна и мою мать! Ты мой брат! И я просто стою и смотрю, как рядом ебутся два земляка. И я, Саша из Москвы, иду нахуй из этой компании. Потому что до меня долго ехать. Тем не менее, мне нравится жить в Москве. Я пешеход, я часто гуляю по Москве, мне нравится гулять в этом городе. Но я ненавижу автомобилистов. Есть несколько вещей, которые я ненавижу в этом городе. И первый из них – это автомобилисты. Я не вожу тачку, потому что… Да, спасибо, братец, но… нас с тобой обоих, видимо, сбивала тачка, верно? Я ненавижу автомобилистов, потому что это люди, которые становятся мудаками, неуважающими пешеходов, когда приобретают колеса. Я ненавижу этот момент, когда я перехожу дорогу по зебре, и чувак на тачке стоит перед зеброй и чуть-чуть подгоняет меня. Такой, ну же, переходи уже ебучую дорогу. Я хочу ехать. И я иду по ней и думаю, да я иду, блядь, я иду. У меня ноги, а не колеса. Дай мне время. Мне всегда страшно переходить дорогу, потому что я не верю, что этот пидор остановится. Я не верю. На мой взгляд, когда он видит, что я собираюсь перейти дорогу, он только поддает газу, чтобы всем видно показать мне, что ёбнет меня, как только я ступлю на нее. Он бы еще открывал окно и орал, да я убью тебя, блядь, Санек, я выехал убивать с самого утра. И когда я все-таки решаюсь перейти дорогу, он тормозит прямо вынужденно такой, да блядь! Петушара, ты остановил меня! Я перехожу дорогу, он смотрит на меня из-под лобового стекла и кивает мне. Это что за хуйня? Кивает мне, типа, что?
С какой идеей? Типа, давай, братишка, смотри. Мог ёбнуть тебя. А не ёбнул. Добро пожаловать в жизнь. Наслаждайся каждой секундочкой. Что самое тупое, я перехожу дорогу и тоже киваю в ответ. Такой типа, спасибо, нихуя себе, вся эта жизнь мне, вот это да! Спасибо огромное, давай-ка быстренько сяду к тебе на сиденье, соседи, отсосу, нихуя подарок! И мне кажется, что мне нельзя водить машину, потому что я как пешеход уже мудак, если честно. Я быстро хожу. Я всех обгоняю. И я ненавижу типа, который идет передо мной, и он не знает, куда ему надо, налево, блядь, или направо. Я налево, он налево, я направо, он направо. Я иду за ним и думаю, откуда нахуй у тебя ноги вообще? Таким, как ты, должны выдавать права на ноги. Ты не умеешь ходить, блядь, научись ходить. И самое, что я больше всего ненавижу, это, смотрите, я ничего не имею против толстых людей, но больше всего я ненавижу, когда передо мной идут 3 жирных человека в линию, блядь, в линию, в одну, сука, линию, ни одного пустого места, и хуй обойдешь. Я иду за ними и думаю, идите в ряд, блядь, идите в ряд. Для вас придумали ряды, для таких, как вы. Если вы так сильно хотите пиздеть друг с другом, возьмите стаканчики, свяжите нитками и идите пиздите в своем ряду. Тогда я, проходя мимо, не буду думать, какие смешные толстяки пиздят по стаканчикам, какой ёбнутый мир вокруг меня. И, наверное, что я больше всего ненавижу в Москве, это полицейских. Честно. Охуенно, мы еще с вами в подвале заперлись, все такие. Нахуй копов. Да, верно, спасибо. Я считаю, что полицейские в России идут в пизду. Это моя позиция. Потому что за всю жизнь... Нихуя себе активисты у нас здесь. Вот это да. Смотрите, потому что за всю мою жизнь полицейский в Москве ни разу не помог мне. Ни разу. Даже как дела у меня не спросил. Все ли в порядке, Саш? Я иду обиженный. Думаешь, в порядке? Зато все другие разы они пытались до меня доебаться. Все. Покажи носки, Санек, тетя в носках, нахуй. Че в трусах? Покажи очко, Санек. Антоша, проверь очко. Слушайте, я вот что думаю, что если я в Москве подойду к полицейскому и скажу, меня вон там ограбили, он спросит, где, я скажу, вон там. Он скажет, так, блядь, не ходи туда больше, ты мудак тупой. Там же грабят. И я туда не пойду. Ты ебанат? Посмотри, сколько всего на мне. И бронежилет, и пистолет. Прикинь, я пойду, там пизданут пистолет. Как я буду защищать кого-то? И я думаю, что если однажды, гипотетически возникнет ситуация, что я буду сидеть на улице, на лавочке и курить косяк. Гипотетически. Я сижу, курю косяк, и напротив от меня через дорогу будут грабить банк. И я буду слышать и выстрелы, и крики. Пах! Пах! Гони бабки, сука! Нет! Нет! Пожалуйста, не убивайте хотя бы мою дочь! Пах! Я не позвоню в полицию. Я уйду с невъебенными впечатлениями. Но не позвоню. Я буду сидеть такой... Ох, нихуя себе. Туда бы копов. Вот они бы там помогли. Я знаю, что он скажет мне, когда я его вызову, потому что я знаю, что он скажет. Я знаю, что я его вызову, он приедет и такой, Санек, что там случилось? И, естественно, не буду выбрасывать косяк, потому что мне страшно. И я такой, братан, там пиздец. Бах, бах, гони бабки, нет, нет,
Ёбни сам, туда нельзя идти просто так. Я знаю, что он скажет. Он скажет: о, да, попизди ко мне, красноглазый. Что там у тебя в носках, Санек? Что там у тебя в трусах? И для сравнения, смотрите, народ, для сравнения. На полицейских тачках в Америке написано «служить и защищать». Там написано на тачке, что они должны делать. Служить и защищать. Служить и защищать. На наших тачках нихуя не написано. Нихуяшеньки, ни строчки. Что вы делаете? Там написан район, который они крышуют сейчас. Это вся информация, которую я получаю. Я уверен, если бы они хотели что-то написать, они бы написали что-то вроде «отпиздим и просым, отпиздим, просым, доебемся, подкинем, заберем, блядь, поставим 15 суток, позови понятых». Вся тачка была бы в надписях. Прямо на капоте было бы написано: «Тебе пизда, мудила! Мы и едем за тобой!» Я уверен, они бы и мигалку сменили. Вместо «уиу-уиу» было бы «тебе пизда! Тебе пизда! Понятых позвать!» Да, я люблю свой город. Что меня раздражает, наверное, еще это холода, которые наступают. Ненавижу, что у нас полгода холодно. Я ненавижу зиму. Я всю зиму болею, если что. Не знаю, как вы. У меня всю прошлую зиму был насморк, если кому-то интересно. И когда у меня насморк, я всегда и везде с собой таскаю рулон туалетной бумаги. Я пробовал разные штуки, я пробовал одноразовые платочки. На мой взгляд, их всегда мало. И они бессмысленны. Потому что они кончаются в самый неподходящий момент, когда у меня полный нос соплей, их нет в пачке. И я вынужден рыться в тех, в которые я уже сморкался и рассовал по карманам. И самое жалкое, когда ты стоишь на морозе и расклеиваешь ее в поисках места. Такой: должно быть местечко здесь, должно быть место для носика. Я видел уголочек где-то здесь. В итоге берешь все, в которые сморкался, и делаешь одну большую, такой: блядь, хоть что-то. И мне сказали: Саша, можно же брать с собой носовой платок? Давайте признаем, что носовой платок — это полное говно. Если мы хотим рационально использовать носовой платок, нужно заранее разделить его на ровные сепарации, в которые мы будем сморкаться, и сморкаться только в них, не выходя за границы. А так 3 раза сморкнись в платок, дай просохнуть, и это, блядь, заточка. Клянусь вам, этой штукой можно горло перерезать спокойно. Я этой хуйней хлеб нарезаю дома. Поэтому всегда рулон туалетной бумаги. И, естественно, люди на меня странно смотрят, особенно в общественных местах, когда достаю рулон и начинаю отматывать. Все смотрят и такие: ты что, блядь, задумал, Санек? Особенно в метро, когда я сижу, и все сидят, и я отматываю. Все такие: зацените пиздюка, там явно что-то произойдет сейчас. И честно, мне нравится, как люди реагируют, поэтому я всегда выбираю кого-то одного, смотрю ему в глаза и отматываю прям дохуя бумаги. Такой: о да, вот так много, мне надо сейчас. Однажды я так заигрался, что насрал посреди вагона, представляете себе? И я живу один в Москве, кстати, уже довольно долго. И трудно жить одному долго. Потому что со временем ты ёбу начинаешь даваться. Ёбнутым становиться. Когда я прихожу домой вечером, и такой: фух, как я устал сегодня. И у меня в голове: да! Поработали мы, пиздец, Санек. Нам бы отдохнуть.
Иду к зеркалу, смотрю на себя в глаза и такой... Ну чё? И мне из зеркала. Чё? Подходит третий такой, Саньки, пиздим о чем-то. И поэтому я рад, что у меня есть киса. Домашние животные сдерживают психоз, развитие психоза. Потому что моя кошка вроде что-то бегает в эти моменты, особенно когда я хожу по кухне очень злой, такой, что же нам делать? Нам? В смысле, мне и тебе, киса? Не думай, что я ебанутый! Она смотрит, что-то понимает вроде. Лежит на мне, я такой, блядь, как сложно. Она такая, да. Я такой, ты все понимаешь. Поэтому я считаю, что рыбки ебаные домашние звери, если что. На мой взгляд, рыбки только провоцируют шизофрению. Когда чувак стоит у аквариума такой, смотри! Она узнала меня! Знает, кто ее хозяин, смотрит мне прямо в глаза, смотри! Я всегда хочу сказать, ты ебанутый, и рыба твоя ебанутая. Ты долбишься к ней в дом. Ты ебашишь в ее дом пальцем. Естественно, она подплыла посмотреть, что, блядь, происходит с внешней стороны дома. Если бы я спал, у меня весь дом начал шататься, я бы тоже, блядь, подошел к окну. Увидел бы, как огромный палец тычет мне в дом, я бы тоже начал орать вроде. Ты мудак! Ты мудак! Это мой дом! Я тут сплю! Убери нахуй! Палец! Палец! В моем доме! И он великан, естественно, меня не слышит, и он такой, смотри! Он узнал меня. Знает, кто его хозяин. Смотрит мне прямо в глаза. Смотри! Я каждый раз задумываюсь о том, действительно ли я люблю свой кису. Действительно ли я люблю это создание. Каждый раз, потому что я задумываюсь об этом каждый раз, когда я выхожу из дома, и я выключаю свет. И такой, ну все. Пока, киса. Я ухожу. И хуй знает, вернусь ли я домой сегодня. Да, дома есть еще корм, но его не хватит надолго. На кухне есть еще мешок с кормом, киса, но чтобы достать его, тебе нужны вот такие руки. У тебя их нет. Поэтому на твоем месте я бы уже сейчас делил еду на все оставшиеся дни. И молился, что я вернусь и зажгу свет, а вместе с ним и смысл твоей жизни, киса! Вот это любовь! Но один мой друг мне сказал, у меня рыбки, и у рыбок всегда свет. Я подумал, так вот оно неудивительно, что они ёбнутые такие плавают. Она плавает и думает, блядь, я спала вообще или нет? Каждый день рассвет, солнце в зените. Почему он спит? Почему хозяин спит? Смотри, она узнала меня. Выруби нахуй свет! Я признал тот факт, что моя кошка живет для моего удовольствия, потому что моя киса... Это моя киса, ее жизнь принадлежит мне, я ее стерилизовал, я, блядь, ухаживаю за ней, я лечу ее от болезней, я покупаю ей миски с котиками другими, я забочусь о ней. Я понимаю, что это ебануто звучит, когда я покупаю с другими котиками, что я ждал, блядь, что я ждал? Знаете, этот момент, когда приносишь миску с другими кисами, новую для кисы, и думаешь, что она оценит это? Я приношу домой, смотри, киса, я тебе миску с другими котиками. И она просто жрет из нее, как обычно. Чего я ждал, что такая? Санек! Блядь, это же я!
Я забочусь о ней. Вы тоже это слышите? Не переживайте, сейчас мы собрали весь женский сквирт из города и пустили его здесь по трубам. В конце шоу за моей спиной будет огромный фонтан из женского сквирта, который забрызгает всех. И под вами, кстати, уберется пол, и вы просто упадете в бассейн из этого. Поэтому под каждым креслом есть спасательный жилет, если что, специально для этого. Чтобы плавать в скверте вот так вот. Господи, некоторые вещи здесь прям для изощренных народов, если что. Это прямо слишком... О. Да я вижу, блядь, только вы их хлопаете нахуй. Вы слышали остальных? Остальные сидят в ахуе вон там сзади. В общем, я принял тот факт, что моя кошка живет для моего удовольствия, верно? Это очевидно. Что ее работа — это быть моей кошкой. Это ее жизненная цель. Не прожить свою жизнь в удовольствии, а быть моей кисой. Ужасно звучит, но это правда. Вы подумайте, ведь мы сделали животных таким, мы сделали этих животных с геном рабства, мы сделали их такими. Скорее всего, мы взяли волка, кинули в каморку метр на метр, и сказали: где ты живешь, блядь, срешь, ты же жрешь. Пока не полюбишь меня. И теперь у нас есть эти пидорские песики, которые бегают за палками, бегают за мячиками. Вы подумайте, ведь мы почти так же сделали с людьми. Но афроамериканцы вовремя спохватились. Сейчас Боас был не только пес. Жизнь с девушкой... хуже, чем с кошкой. Я очень долго не встречался с девушками именно... Смотрите, попробуйте понять меня, почему я не находил. Я не находил новых отношений, потому что я заебался рассказывать одно и то же. Из раза в раз. Я был в отношениях 3 раза в своей жизни. 1 раз 3 года, 2 раз 3 года, 3 раз 5 лет. И первый раз, когда мне появилась девчонка, и она такая: боже мой, Саша, кто ты такой? Я сейчас не был сейчас, я такой: боже мой, ну смотри. Вот я... Господи, вот я шучу смешно, вот я играю на гитаре, я катаюсь на сноуборде, я люблю компьютерные игры. Смотри. И она такая: пошел нахуй, Санек! Хотя я 3 года выебывал в нее информацию о себе. Пришла вторая такая: боже мой, Саша, кто ты такой? И я такой: ну хуй с ним. Расскажу все то же самое еще разок. Вот я учусь в институте, вот я люблю сноуборд, вот я люблю гитару, вот я люблю компьютерные игры. И она такая: Саш, ты заебал, иди нахуй. И когда пришла следующая уже, когда приходит следующая, какая-то еще какая-то девчонка, которая хочет узнать, кто я такой, она такая: Саша, боже мой, что твоя мама любит из еды? Я уже говорю: иди нахуй, отъебись от меня. Вот ее номер, на, позвони и узнай, что любит моя мать. Не трожь меня! Хотя я на самом деле хочу любить. Прикиньте, я вообще очень чувственный паренек. Я очень трепетный парнишка. Я не пищу, я клянусь, я чувственный мальчик. Я плачу. Прикиньте. Я плачу. Недавно, знаете, я почему плакал? Знаете, почему я плакал недавно? Без причины. Я плакал, потому что я долго не плакал. Прикиньте. Я плакал и думал: о, боже мой, Саша, ты такой сильный, Саша. Ты так долго не плакал, ты настоящий мужчина, Санек. Так долго держался, ходишь по улице, они все смотрят на тебя и не видят, какой ты сильный на самом деле, Саш. Хотя большую часть времени
Я хожу и думаю, кто-нибудь помогите мне. Надо быть уверенным в этом мире. Прикиньте. Надо быть уверенным. Есть уверенные в зале парни? Девчонки? Кто уверен в себе? Вот и все. Вас, блядь, 5. Остальные толпа, которые сидят, такие, боже мой, я не буду смеяться, там что, про хуй было сейчас? Они вообще не уверены, такие, боже мой, если моя мать узнает, над чем я смеюсь вообще? Да. Потому что надо быть уверенным в этом мире, верно? Ты должен ходить по улице уверенный в себе. Я долго уверенность приобретал, но должен ходить по этому миру, поэтому ты должен приходить в ресторан и такой, эй, мне не донесли риса! Чтобы человек такой, да, несу риса. Должен приходить в банк и такой, эй, банк, где мои бабки? Чтобы банк такой, ну у вас там ипотека. Где должны быть бабки? И банк такой, да, действительно, бабки. Должен ходить на улицу и такой, эй, мистер таксист, я стою на другой стороне дороги, уебок, надо бы объехать чуть-чуть. Чтобы он такой, о, да, бля. Каждый раз, хотя большую часть времени я думаю, блядь, помогите мне, защитите. И во многом ты чувствуешь, во многом я стал таким уверенным человеком, потому что девушки любят уверенных в себе парней. Верно? Ну, конечно. Девушки любят уверенных в себе парней, потому что не любят мямель, окей? Никто не любит мямель. Когда ты сидишь в ресторане с чуваком, когда такой, я не знаю, что заказать, ты вырываешь такой, дай нахуй я посмотрю, блядь, что там у тебя. Ты будешь салат, петушара. Завали ебало. Не позорь меня. Я хотел быть принцем, окей? Я хотел быть чувственным чуваком для девушек. Я хотел быть таким, прикиньте. Я хотел быть искренним, я хотел быть принцем. Я рос на диснеевских мультиках. Когда я впервые в жизни влюбился в девчонку, когда она проходила мимо, я сделал вид, что потерял сознание, прикиньте. Она проходила мимо, я такой, да ну нахуй. Сейчас, если я так сделаю, она такая, пошел, берите. Что за дерьмо? Я Шрека цитировал. Окей? Я пел песни из Мулан, из Аладдина, из Русалочки. Мы начинали встречаться, я такой, I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways and under. On the magic carpet ride a whole new world. Но им нахуй не нужны такие парни. Им не нужны такие чуваки. Им нравятся парни, которые подходят к ним и такие, эй, блядь, эй, сука, эй, ты пизда, ты меня слышишь? Эй, блядь, эй. И наконец, что ты такой, за хуй, возьми меня, слышь, блядь, за хуй, возьми за хуй. Нравится хуй, возьми за хуй. Вот мой хуй, возьми его. Давай, руку положу себе на хуй, возьми его. Эй, блядь, за хуй, это моя сука. Извините, я не понимаю, почему включается какой-то акцент каждый раз, когда я представляю уверенного чувака.
Все начинаются вот это, слышь, да, хотя я хотел быть принцем. И я помню этот момент, когда во мне начало все ломаться, когда все начало смешиваться во мне. Когда меня бросила очередная девушка, которую я любил. И я занимался сексом с какой-то рандомной девчонкой. И в один момент она говорит мне такая, типа, слышь, Саш, возьми меня сейчас за соски. Сильно. И я такой... Господи, ты что делаешь со мной? Ты убиваешь во мне принца прямо сейчас. И теперь я ёбаный извращенец. Добрый, блядь, вечер. Теперь я не пою песни из Диснея. Теперь я беру за горло такой, нравится, сука, нравится, сука. Тебе нравится? Да, блядь, да! И мы да! И Господь да! Ебитесь! Извините, не знаю, почему здесь Господь. Ну, почему-то он тоже разговаривает с нами. Я ему отвечаю, большую часть времени я даже перестал чувствовать себя Саньком. Я не чувствую себя человеком. Я чувствую себя посредником между членом и девчонкой, с которой я переписываюсь. Я просто транслирую информацию. Когда, я вам клянусь, когда хуй прям говорит такой, напиши ей! А я такой, привет, как дела? И хуй такой, позови ее к нам! Я хочу ее видеть! И я такой, какие планы на вечер? Иногда хуй бывает даже умнее, чем я. Он говорит, спроси, как прошел ее день? И я такой, а ты что задумал, хуй, вообще? Ты стратег ебаный, ты что-то придумал? Ты хотя бы сообщи, что ты придумал. Я вам клянусь, это как, знаете, что это напоминает голос Венома из Человека-паука. Когда тебе пишет очередная какая-нибудь девушка, и твой хуй в голове такой... Ну такой, боже мой, кто это? Санек, мы можем трахнуть ее, Санек. Давай выйдем ее, Саш. Смотри, еще одна написала, давай выйдем ее. Давай ее и этих двоих, давай выйдем всех, Саш. Мы можем выебать всех, давай ебать всех, Саш. Он такой, нет, хуй, заткнись, мы должны ебать только плохих людей. Он такой, что? Ебать преступников, Санек? Я считаю, что все парни извращенцы, честно говоря. Потому что ведь мы же с вами перепробовали все женские пустоты. Верно? Так, давайте сейчас мудака из меня не делать. Хорошо? Сидят такие целомудренные, типа, дорогой, это он о чем? Это он про мою пизду сейчас.
Да! Те женские пустоты, согласны, чуваки? На мой взгляд, самое странное, это когда парни трахают сиськи. Когда мы трахаем сиськи, это странно, согласны? Выглядит странно. Сама просьба странная. Когда ты говоришь такой: дорогая, можешь, пожалуйста, раздвинуть сиськи, чтобы я положил туда хуй? И она такая: да, но... Но зачем? И ты смотришь на нее и такой: слушай, я хуй знает, я не знаю. Я просто смотрю на это место, и что-то в моей башке говорит мне, что это место можно выебать. Я пока не знаю, как мы это сделаем. Давай я просто положу туда хуй, мы сообразим что-то по ходу. И пока ты трахаешь ее сиськи, ты смотришь вокруг девчонки такой: блядь, чтобы еще трахнуть на ней? Дорогая, а можешь наклонить башку к плечу, чтобы я выебал тебя между башкой и твоим телом? Я стараюсь разнообразить секс. Я люблю секс. Я люблю всякие сексуальные штуки. Я обожаю. Не знаю, как вы, я обожаю трахаться, если что. Видимо, вы нет. Я один люблю. Например, я обожаю минет. Хорошо? Ага. Но, естественно, когда его делают мне. Ладно? Сам я, если что, ненавижу сосать. Если кому-то интересно. Я восхищаюсь минетом, честное слово. Я восхищаюсь минетом как явлением, потому что люди не обязаны его делать. Люди не обязаны его делать. Девушки, вы не обязаны его делать. Вы это знали? Вот охуеть! Поэтому каждый раз, когда мне делают минет, я восхищаюсь, я благодарен до безумия. Каждый раз, когда мне его делают, я думаю: блядь, спасибо большое! Нихуя себе, ты не обязана его делать, но ты делаешь все равно, спасибо огромное. Осторожно, зубы, будь аккуратна с зубами. Хотя минет неестественно для организма, хорошо? Минет неестественно для тела. Мне кажется, максимально где-то показано, насколько он неестественен. Это в порно, когда девушка делает парню глубокий минет. Видели реакцию ее тела? Она плачет. Ее тело дает сигналы. Она плачет. У нее текут слезы, слюни, сопли. Она вся в дерьме каком-то. Все ее тело показывает: останови! Прекрати, мне плохо! Что ты делаешь? Эй! Я плачу! Ну, как мы смотрим на это, мы смотрим: о, да, сука, да, блядь! Засунь-ка глубже этот хуй туда! Для сравнения, чуваки, смотрите, нет глубокого кунилингуса. Окей? Нет такого понятия. Когда девушка говорит: я хочу глубже, ты не можешь такой: глубже? Ну, хуй с ним. Погнали глубже! И ползешь под музыку гномов из Белоснежки. Ничего, народ, я готовлю эту шутку к выступлению в Диснейленде, если что, поэтому здесь про гномов. И ты ползаешь прямо до точки G, ползешь очень долго, радостный, что нашел ее, и такой: господи, я нашел, наконец-то, вот она, ты ее видишь, такой: я нашел, я нашел ее, слышишь, я нашел ее, шел ее!
Даже поза, в которой нам делают минет, она не выглядит добровольно. Я не имею в виду позу, когда мы лежим, и девушка делает минет. Я имею в виду позу, когда мы стоим, и девушка стоит перед нами на чем? Давай, скажи мне, ты на чем стоит перед... Спокойно, не подсказывай. Пришла сюда сразу. На коленях я сосу, всегда только так. На коленях. Верно. И одна рука у тебя где? Да, ты во втором ряду, да. Типа так сосут? Ты такой... Типа, я не заставлял ее. Вау, эй! Мистер полисман, вы, эй! Я тоже думаю, эй! Я как-то так же спрашивал, один чувак мне сказал, у меня обе руки вот здесь. Спасибо, Господи! И поэтому я считаю, что было бы справедливо, если бы мы делали девушкам кунилингус в такой же позе. Согласны? Было бы справедливо. Похлопали одни парни. Вот это толерантная Москва. Вот это да. Они нам сосут, а мы им лижем. На коленях. Оба друг другу на коленях. В позе 69 на коленях. Смотри, как я уважаю тебя. Я на коленях, и я на коленях. Ха-ха! Ладно, надо показать, да? Вам надо показать. Хорошо. Смотрите, вот я встаю. И это даже, блядь, высоко, если что. Это что за ноги нахуй должны быть? Которые такие... Поэтому должен быть ниже, да? И я должен трансформироваться в подобие сидушки от велика, который еще лижет. И она садится, и это выглядит, будто я пытаюсь допить девчонку до конца. Такой... Но если бы я действительно хотел ее допить, я бы развернул ногами вверх и вставил трубочку. Верно, народ? А так это похоже, будто я ел банку с вареньем, и на дне осталось чуть фруктов. Я такой, да, блядь! Минет фантастическая штука. Минет важен. Минет важнее кунилингуса, потому что минетом можно решить конфликт. Кунилингусом нет. Попробуйте отлизать разъяренной бабе. Вы охуеете этим заниматься. Это живой капкан, она задушит тебя ногами к чертям. Я уверен, она не даст тебе это сделать. И даже если она даст, она все равно будет лежать с недовольным ебалом такая, ну вообще, хуй знает. Вообще так-то обидно было, вообще пиздец, если что, вообще было. Обидел меня, если что. Получит оргазма такая. Мы с тобой все равно потом еще попиздим на эту тему, Саш! И парень, в какой бы парень не был ярости, попробуйте отсосать у него. Единственное, почему он может дернуться в начале, это от неожиданности. Он такой, да ну нахуй, мы же только что ругались, что происходит? Я люблю тебя, я люблю. Наговорил хуйни, прости меня, бля.
Минет может решить не только ваш конфликт, Минет может решить и глобальные конфликты тоже. Вы в курсе? Посмотрите на этих людей, которые выходят на митинги и такие: Путин вор! Во! Путин вор! Я всегда смотрю и думаю: блядь, отсосите у них. Вы увидите других людей, которые будут выходить на те же площади и такие: Путин, господи, спасибо, Путин, нихуя себе, всем по минетику, вот это мой президент. И Путин такой: выпускайте мою Росотсос-гвардию! Но я уверен, что Росотсос-гвардия будет работать так же хуёво, как и все в России. Будет парень, который такой: блядь, я за своим отсосом уже 3 месяца в очереди стою! Зашел в кабинет, там чувак даже по-русски, блядь, не разговаривает. Взял яйцо, такой: это все. Зато бесплатно. Спасибо, Вова. Слушайте, я безумно счастлив, что вы были здесь. И мне безумно нравится, что вы смеялись над всяким дерьмом, которое я рассказываю. Потому что много из этого дерьма было действительно дерьмом. Было действительно чем-то за гранью, чем-то пошлым, чем-то особенным, грязным. Но мне нравится, что вы смеялись над этим, потому что это означает, что вы особенные люди. Те, которые смеялись, вот да-да-да, это так и есть. Вы особенные, вы ироничные люди. Это значит, что у вас есть самоирония. Это значит, что вы можете иронично смотреть на все вещи вокруг вас. И мне нравятся такие люди, я обожаю таких людей. Поэтому я и тусуюсь только в компании комиков, потому что комики все сплошь самые ироничные люди. Мне нравятся такие люди. Если ты пришел в компанию комиков, и что бы тебе не изменилось, новая прическа, новая кофта, новые штаны, тебя захуесосят, что пиздец. Пришел в кофте на 2 размера больше, сразу: что, кофта твоего парня, пидор. И пока тебя до слез не доведут, тебя не отпустят из этой компании. И мне нравится такой мир. Мне нравится такая вселенная. Я бы хотел однажды зайти в церковь и увидеть, как батюшка идет по церкви и такой: кто пернул? Блядь. Это благовоние, нихуя себе, вонище. Чтобы какой-то священник заснул, и у него на жопе написали: Христос воскрес здесь, в этой пещере. Да. Жестко, но я бы хотел жить в таком мире. Смотрите, вот вам пример. Вот вам пример. Однажды я занимался сексом с девчонкой. Сразу после КФЦ. Прикиньте. Кто-то молчит и смотришь на меня, потому что КФС, правильно? Я правильно понимаю? Саш, весь концерт был заебись, но КФЦ... После КФС мы ели острые крылышки. Оба. Я и эта девчонка. Мы приходим ко мне, и мы занимаемся сексом, и от сильных столкновений у меня разболтался живот. И я понял, что если я сейчас же не убегу, я обосру все нахуй, что я так долго строил за этот вечер. Все. Мне надо бежать. И я ей говорю: слушай, я иду в душ. И она такая: хорошо. И у меня совмещенный душ с туалетом. Я прихожу, я бегаю в душ. Я сажусь на туалет, и я вам клянусь, у меня такие дикие, я слышал какие-то взрывы, крики. О помощи скорее. Моя жопа прямо просила прекратить мне делать это. Типа: Санек! Какой нахуй КФС? Мы уже знаем, что нас ждет! А ты все равно идешь на это! Я такой: прости, очко, прости меня! И
мы сидим, и когда прошел спазм, я сижу на месте, я понял, что я не включил душ. Я нихуя не включил. Ни YouTube, ни музыку, ни душ. Я ничего не включил. И за дверью я слышу топ-топ-топ. И я понимаю, что если я, блядь, услышал топ-топ-топ, то она нахуй все услышала. Если я услышал сраный топ-топ-топ. И я какое-то время еще сидела, я думал, что мне сказать ей, когда я выйду из душа? Что мне сказать? Не могу же я выйти и сказать ей, типа, ну вот, прости, вот так у меня работает душ, вот так работает душ. Так странно работает душ, как будто кто-то срет. Я знаю, звучит именно так. Меня тоже это смешит всегда. Ха-ха-ха. Нет. И в итоге я подумал, я скажу правду. И я вышел к ней, из туалета она стоит голая, посреди комнаты. Я выхожу к ней и такой, слушай, я срал. И она такая, я знаю. Ты попшикал хоть чем-то, потому что я тоже нахуй обосрусь сейчас, Саш. Мы оба ели эти ебаные крылья, ты мудила. Так что будьте ироничными, народ. Спасибо огромное, у меня все, вы великолепный зал. Спасибо большое, вы великолепные люди. Спасибо огромное.